Все мы знаем библейский миф об Адаме и Еве, историю, повествующую о нашем сотворении и отношениях между Богом и человечеством. Но что, если до Евы была еще одна женщина, которую звали Лилит? Согласно авраамическим религиям, к которым относятся христианство, мусульманство и иудаизм, Бог создал Адама, первого человека, из глины и вдохнул в него жизнь. В чем символизм ее истории, кому Лилит не угодила и почему на смену ей пришла Ева? Попробуем выяснить это вместе в новом эпизоде «Скрытой реальности». Добро пожаловать! Но то глубоко в истории еврейской мифологии хранится рассказ о фигуре, которая бросает вызов условностям своего времени и принимает собственную независимость. Ее имя Лилит, первая жена Адама. Считавшаяся демоном в древности и иконой феминизма в наши дни, Лилит претерпела бесчисленные интерпретации и адаптации, что сделало ее одной из самых загадочных и интригующих фигур в повествованиях человеческой истории. Но кто же она такая и как получила свою славу? В еврейском фольклоре считается, что Лилит была первой женой Адама до Евы. Хотя в Торе, сборнике первых 5 книг еврейской Библии, она не упоминается со временем, ее стали ассоциировать с Адамом, чтобы примирить различия в повествованиях о сотворении мира, содержащихся в библейских книгах. После отделения от Адама Лилит стали представлять как демона или духа, преследующего детей и женщин во время беременности. Она также ассоциируется со стремлением к независимости, свободе и борьбе с мужским господством и властью. Позвольте мне открыть скобку, потому что тема на самом деле очень важна. И она заключается в том, что все мы знаем, что все полярно, все амбивалентно. На практике мы живем в единстве, а в принципе все должно быть равным. Оказывается, библейская история не совсем такая и не только такая. Действительно ли Лилит была таким мрачным и страшным демоном, или в ее истории есть нечто большее, что остается скрытым для всех нас? А каково происхождение мифа о Лилит и как он развивался с течением времени? Об истинном происхождении Лилит ученые не знают, хотя некоторые предполагают, что ее образ мог возникнуть под влиянием шумерских легенд о женщинах-вампирах и заимствован из древних месопотамских и вавилонских культур, где она считалась демоном или духом, связанным с бурями и ветром. В шумерской мифологии ее называли Лилиту, вид существа, преследующего младенцев и беременных женщин. В этой традиции Лилит описывается как крылатое существо женского пола и ассоциируется с понятием нечистоты. Однако самую известную версию истории о Лилит можно найти в еврейской традиции. Хотя Лилит 4 раза упоминается в Вавилонском Талмуде, только в алфавите Бен-Сира, средневековом тексте 9 или 20 века, она ассоциируется с оригинальной версией истории сотворения мира. Алфавит Бен-Сира описывает Лилит как первую жену Адама и подробно рассказывает ее историю. Согласно этой истории, Лилит была создана Богом из праха земного, точно так же, как и Адам. И она должна была жить с ним в Эдемском саду, но что пошло не так? Лилит считала, что к ним обоим должно быть одинаковое отношение. Она утверждала, что они должны быть равны, и выступала против Адама, когда не соглашалась с ним. Вот часть текста. Лилит ответила, что мы равны друг другу, поскольку оба созданы из земли, но они не слушали друг друга. Увидев это, Лилит произнесла имя Бога и взлетела в воздух. Итак, согласно истории, покинув Адама, Лилит бежала к Красному морю, где встретила демонов и родила от них сотни детей. Адам стоял в молитве перед своим Создателем. Женщина, которая дала мне побег, немедленно послала 3 ангелов, чтобы вернуть ее. Если она соглашалась вернуться, то все было хорошо. Если нет, то она должна была позволить сотне своих детей умирать каждый день. Ангелы покинули Бога и погнались за Лилит, которую они настигли посреди моря в могучих водах, в которых суждено было утонуть египтянам. Они говорили ей Слово Божье, но она не возвращалась. «Оставьте меня», —
сказала она, я создана только для того, чтобы вызывать болезни у младенцев, и если младенец мужского пола, то я властвую над ним 8 дней после его рождения, а если женского, то 20 дней. Когда ангелы услышали слова Лилит, они настояли на том, чтобы она вернулась. Но она поклялась им именем живого и вечного Бога. Когда я увижу вас, ваши имена или ваши формы в амулете, я не буду иметь власти над этим ребенком. Она также согласилась, что 100 ее детей будут умирать каждый день. Соответственно, каждый день умирает 100 демонов. И по той же причине евреи пишут имена ангелов на амулетах своих маленьких детей. Когда Лилит видит их имена, она вспоминает о своей клятве, и ребенок оказывается под защитой. А оставшись один и не в силах смириться с отказом Лилит, Адам попросил Бога создать ему другую пару, что привело к созданию Евы из ребра Адама, или к знакомой всем истории сотворения мира. По некоторым версиям, Лилит завидовала Адаму и Еве, потому что они жили в Эдемском саду. Задумав отомстить паре, она превратилась в змея и вернулась в сад, где убедила Еву съесть запретный плод, что, в свою очередь, привело к гневу Бога и изгнанию Адама и Евы из Эдемского сада. Очень интересно, в таком случае Бог тоже не знал, что это Лилит, если такое случилось. В результате своего восстания Лилит стала фигурой страха и зла в еврейском фольклоре, ассоциируясь с колдовством, соблазном и смертью. Но можно ли найти похожие истории о Лилит в других культурах и религиозных традициях? Лилит не упоминается непосредственно в Библии, но некоторые христианские писатели упоминают ее как символ искушения и греха. В исламской традиции считается, что Лилит – мать джиннов или сверхъестественных существ. На некоторых изображениях и в искусстве Лилит изображается стоящей на спине двух львов, которых она, кажется, склоняет к своей воле. На некоторых рельефах она изображена с верхней частью тела женщины и хвостом змеи вместо нижней части тела, подобно Ехидне в греческой мифологии. Однако миф о Лилит не угас с течением времени, напротив, он был даже заново открыт, и женщины все больше и больше начинают понимать метафорический символизм и то, что выражает это имя и эта сущность, что она несет с собой. И если в средневековых еврейских текстах она изображалась соблазнительной и робкой в отношении сексуальной чистоты мужчин, то в более позднем европейском фольклоре ее часто связывали с колдовством и обвиняли в причинении вреда детям. Не будем забывать, что буквально несколько веков назад оккультизм, так называемое колдовство, алхимия считались то опасными предметами, запретными, еретическими, а тот, кто ими занимался, был на стороне дьявола. И это навязывалось. Почему? Потому что все это не то, чтобы у нас не было ритуалов, жертвоприношений и так далее, но мы говорим об общей картине. Все эти личности и люди, которые в те времена работали инкогнито и держались подальше от властей, они имели и проявляли свои способности, они развивали свои интересы в астрономии, в науке, в химии. И потому что они больше работали со своим сознанием, со своими мыслями, некоторые со своей энергией, целительскими способностями. Так что это со стороны. Вы можете себе это представить. 13 век, как это выглядит? 10 век, как это выглядит? Кто-то лежит, кто-то с руками, вы свидетель. Ну, маг. И он один из демонов, потому что делает такие вещи, которые запрещены обычным людям. Они не могут делать такие вещи. И поэтому сатана выражает себя через этого парня и хочет что-то получить. И поэтому он дал ему эту способность. Потому что иначе этот человек не сможет. Не сможет исцелять или делать все эти вещи. В XIX и XX веках Лилит была заново открыта писателями и учеными-феминистками, которые увидели в ней символ женского равноправия. В этом контексте она стала олицетворять борьбу за права женщин и неприятие патриархальной власти. Но что означает имя Лилит? И можно ли узнать о ней больше из значения самого имени? Точное происхождение имени Лилит неясно. Некоторые считают, что оно происходит от шумерского слова «лилитто», о котором мы говорили ранее, и обозначает разновидность женского демона или вампира. Другая возможность заключается в том, что имя Лилит происходит от аккадского слова «лила», которое означает «дух ветра» или «призрак». Это позволило бы связать Лилит с более широкой мифологической традицией женских духов и демонов, которые, как считается, населяют мир мертвых.
В шумерской мифологии Энлил, одна из ананаков, полагаю, вы знаете, и соответствует именно ветру. Можем ли мы провести аналогию между Лилит и Энлиль, поскольку обе фигуры содержат Лил в своем имени? Другие предполагают, что это имя может происходить от древнееврейского слова «лил», что означает «ночь», и поэтому Лилит можно перевести как «ночное создание» или «создание ночи». И вот, независимо от точного происхождения, имя Лилит стало ассоциироваться с могущественной и таинственной фигурой, воплощавшей в себе как притягательность, так и опасность ночи и неизвестности. Как темная теневая фигура, Лилит часто ассоциируется с животными, такими как совы, змеи и другие ночные существа. Как они влияют на ее символическое значение? Во многих культурах совы считаются символами мудрости и знаний, а змеи часто ассоциируются с трансформацией и возрождением. Ассоциируя Лилит с этими животными, она становится представителем женской мудрости, интуиции, скрытых знаний, трансформации и возрождения. Но связь Лилит с архетипической фигурой змеи может указывать и на другую ассоциацию. Как мы знаем из Библии, змея может олицетворять искушение, грех и сексуальность. Точно так же Лилит может олицетворять силу женского начала, стремление к автономии, независимости и свободному праву выбора и действий. И, наконец, связь Лилит с животными отражает ее связь с природой и парализующими инстинктивными силами. Она символизирует необузданные, дикие аспекты человеческой психики, которые часто подавляются и отрицаются. Однако давайте вернемся к древнему Шумеру. Шумерский миф о сотворении мира также известен как Генезис, Эриду и Ануннаков. Древняя цивилизация шумеров верила в богов планетонов, ануннаков, которые также были известны как те, кто пришел с небес. Главными богами, причастными к сотворению мира, были Энки, бог воды, знаний и созидания, и Энлиль, ассоциировавшийся с ветром, воздухом, землей и бурями. Согласно эзотерическим версиям шумерского мифа о сотворении мира, ануннаки пришли на Землю, чтобы добывать золото, а затем создали людей для выполнения своей задачи в качестве их помощников на начальном этапе. Создание людей происходит путем генной инженерии человеческой расы с использованием их собственной ДНК. Энки вместе со своей сестрой-двойником Нинхурсак смешивают свою ДНК с ДНК Homo erectus, чтобы создать мужчину и женщину по своему образу и подобию. Изначально людям не разрешалось размножаться, так как их популяция должна была контролироваться. Однако, увидев, как его собственное творение эксплуатируют как рабов, Энки решил научить людей размножаться самостоятельно. Теперь начинается самое интересное. Согласно документам Терры, составленным Робертом Морнингскаем, изначально существовало равенство между мужчинами и женщинами. Однако в какой-то момент Мардук, сын бога Энки, восстал против главного бога Энлиля и сверг его. После установления своей власти над землей, документы Терры объясняют, что для укрепления своего могущества Мардук удалил женский элемент и переписал историю таким образом, чтобы она служила только мужской части. Если это правда, то как мы можем соотнести это с историей об Адаме, Еве и Лилит? Лилит и Адам были равны, что подразумевает изначальное равенство между мужским и женским началами. Но затем что-то меняется. Лилит демонизируют. И когда появляется Ева, она, будучи созданной Адамом, уже подчиняется ему с самого начала своего существования. Не правда ли, этот обмен и последующая история звучат удобно для доминирующего мужского аспекта? А если выйти за рамки буквального толкования мифа о Лилит как символа упущенного и игнорируемого женского аспекта, возможно ли, что на протяжении всего времени мужчины использовали образ Лилит для демонизации тени внутри себя, той, которой они не могут противостоять и которую предпочитают скрывать? Так может ли Лилит в какой-то мере указывать на те аспекты в нас, от которых мы склонны бежать? Миф о Лилит как о ночном существе был очень интересно интерпретирован и в психологии. Этот миф не ограничивается рамками мифов, но и используется в психологии. Почему? Очень интересно. Согласно этой точке зрения Юнга, Лилит представляет собой архетип темного женского или теневого аспекта психики души. Что такое психика? Первоначально слово «психе» означало душу или дух. И поэтому, когда кто-то говорит «из моей психики слабая психика»,
Это из психики, это из того, как устроена моя душа. Кто настраивает мою душу? Моя личная душа, мой личный дух. Кто настраивает ее? Какая-то внешняя сила или я сам, через мой собственный выбор, желание и направление развития. Но в психологии Карла Юнга, швейцарского психолога и основателя аналитической психологии, психика человека может рассматриваться как совокупность личности и охватывает все его мысли, поведение, чувства и эмоции. Или, как он говорит, совокупность всех психических процессов, сознательных и бессознательных. Карла Юнга весьма заинтересовал символизм Лилит и ее значение для человеческой психики. Юнг рассматривает Лилит как мощный символ бессознательного или репрезентацию анимы, которая является женским аспектом мужской психики. В некотором смысле Юнг рассматривает Лилит как символ тени, которая представляет собой темные и неизвестные аспекты нас самих, которые мы отрицаем по красным причинам. Тень представляет те части нас, с которыми мы не хотим сталкиваться. Например, наши страхи, неуверенность, негативные убеждения и детские объективации, которые мы не хотим исследовать, чтобы двигаться вперед. Разумеется, Юнг считает, что работа с этой тенью, так называемой Лилит, необходима для психологического роста и целостности. А именно, исследуйте свои страхи. Исследуйте то, что вас пугает. Исследуйте свои убеждения и вещи, в которые вы почему-то не верите или сомневаетесь. Просто увидьте их, посмотрите на них, признайте их. И, естественно, это приведет к вашему собственному развитию, выходу из зоны известных вам до этого момента возможностей, так называемой зоны комфорта, зоны создания проблем. Исследуйте неизвестное с улыбкой, с любовью, с благодарностью, и автоматически вы уже растете. Как же миф о Лилит связан с интеграцией бессознательных аспектов в нас самих? Никто не хочет в целом исследовать свои темные стороны. Поэтому, возможно, кто-то лжет, кто-то нечестен, кто-то изменяет, кто-то встречается с другими людьми, давая клятву любви одному человеку. Это те темные стороны, которые мы, люди, определяем как темные. Юнг считает, что психотерапия должна помочь людям вывести их бессознательные мысли и переживания в сознание, что приведет к лучшему самопониманию и более полноценной жизни. По этому поводу он говорит: пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет направлять вашу жизнь, и вы будете называть это судьбой. Эта цитата говорит о том, что наши неосознанные мысли, чувства и желания оказывают значительное влияние на нашу жизнь, даже если мы их не осознаем. И пока мы не осознаем и не примем эти бессознательные влияния, мы будем продолжать руководствоваться ими и даже можем спутать их влияние на нашу жизнь с судьбой или чем-то неподвластным нам. А на самом деле все находится под нашим контролем. Своим выбором мы постоянно меняем мир, в котором живем. Мы делаем это 10 в 4 степени раз в секунду. Поэтому Юнг рассматривает Лилит как символ бессознательного и считает, что, исследуя его с помощью таких техник, как, например, анализ сновидений, мы можем глубже понять себя и мотивы своего поведения. Сделав бессознательное осознанным, мы можем стать более осведомленными и сделать выбор, как жить дальше, а не быть бессознательно ведомыми силами, которые мы не до конца понимаем. Взять на себя ответственность за свою жизнь и создавать то, что мы хотим, вместо того, чтобы оправдывать себя, что все происходит по воле судьбы, из-за внешних факторов, постоянно искать виноватых в бедах вне нас, указывать пальцем на всех остальных, вплоть до самого последнего доступного нам человека из телефонной книги, лишь бы не указывать пальцем на себя, как на невиноватого, как на ответственного, потому что это наша жизнь, это наш путь, это наша возможность исследовать жизнь новым и уникальным способом. И поскольку мы все равно переживаем ее через источник, который течет через нас, очевидно, есть причина переживать ее в этой конкретной форме, в этой конкретной уникальности, этим конкретным способом, в это конкретное время. Тогда будет правильно, если мы возьмем на себя ответственность за него, потому что это наш мир. Таким образом, когда мы осознаем Лилит в себе и ее собственные желания, мы можем обрести ту самую силу тени и вызвать трансформацию сознательного «я». Отказываясь подчиняться Адаму или любому другому внешнему авторитету, Лилит олицетворяет силу индивидуума вернуть себе автономию. Таким образом, в психоанализе история Лилит олицетворяет силу бессознательного бросить вызов и трансформировать сознательное «я».
и вдохновляет многих исследовать глубины собственной психики в поисках большего самосознания и интеграции. Так кому же Лилит доставляла неудобство, что должно быть заменено и упразднить? А что, если бы Лилит осталась рядом с Адамом и не было бы Евы? Это очень интересный вопрос. Изменилась бы в целом сегодняшняя динамика отношений между мужчиной и женщиной? Ведь сколько бы ни было феминистских движений, эта вещь все еще развивается. Я мучаюсь, что с этой точки зрения, потому что я за это равенство и единство, женщина все еще угнетается. До сих пор во многих культурах, во многих нациях, во многих странах она рубин. Есть и мужчины, но их очень мало. Идея в том, что, по сути, этот эпизод — это послание, которое, помимо всех замечательных вещей, которые были исследованы, вокруг Лилит, и в этом эпизоде идея в том, чтобы донести это послание до всех женщин, всем матерям, всем женщинам, которые осознают свою женскую силу, и даже тем, кто не осознает. Поймите, что у вас есть полное право выбирать свою жизнь, и если вы этого не делаете, то можете быть там, где вы сейчас находитесь. Боитесь себя? Вы не чувствуете себя хорошо, вы мучаете себя и заставляете оставаться в этом месте только из-за чьих-то долгов. Поймите, что это ваша жизнь, и не ставьте себе оправданий и рамок. Слишком поздно, когда-то надо было, теперь нельзя. Я делаю это ради этого. Делайте это ради себя, делайте это ради того, чтобы просто воссоединиться с жизнью, полюбить ее так, как любили в детстве. Мы получаем множество сообщений от разных женщин всех возрастов, и проблема заключается в самокритичность. Я не говорю о том, чтобы поднять уровень гордости и быть очень великими и большими, но просто почувствовать эту подлинность, эту уникальность, эту внутреннюю силу, эту гармонию, которая есть в нас в любом случае, этот потенциал быть творцами нашей собственной реальности, и принять его, понять, что он действительно есть и действительно наши решения имеют значение. Наш выбор, который мы делаем в отношении нашего мира, имеет значение. Не сказать, что все так и есть, что если бы я мог поступить иначе, то что бы я ни делал, все было бы так же. Это не так. Исследуйте, обратитесь к своим глубочайшим убеждениям, что заставляет вас действовать и думать именно так, как вы действуете сейчас. Исследуйте это сами, сделайте это сами, закройте глаза, уделите несколько часов в день тому, чтобы писать, исследовать эти так называемые проблемы, и я уверен, что вы доберетесь до ответа. Я уверен, что вы знаете ответ, даже не записывая его. Нет, потому что женщины гораздо более интуитивны, в 9 раз более интуитивны, чем мужчины в этом отношении. Их интуиция гораздо выше. Но Тами признают это и указывают на это всем. Скажите, это я, это моя жизнь, я буду жить так, потому что я чувствую себя счастливой. Я не хочу соответствовать этому, потому что лучше пусть вам скажут, что вы одержимы, но продолжайте жить так. Да? Если бы это осталось, возможно, мы бы увидели более равное партнерство между мужчинами и женщинами, и самое главное, между мужским и женским началом. Потому что все в природе имеет две стороны — инь и янь. Если бы это было так, то можно ли было бы предотвратить Великий потоп? Если история лилий была изменена в угоду властям, то что можно сказать обо всей истории человечества на протяжении веков? Точно и объективно ли исторические рассказы отражают то, что действительно происходило в прошлом? Как бы выглядел наш мир, если бы мы знали настоящую правду? Мы знаем, что на протяжении всей истории человечества различные группы и личности пытались контролировать историю и манипулировать ею в своих целях, таких как стремление к власти или продвижение определенной идеологии. Одним из таких ярких примеров является Новый Завет Библии, в который включены только 4 строго отобранных Евангелия, а все гностические Евангелия, рассказывающие об истинном учении Иисуса, опущены и классифицированы как ересь. Историю о Лилит также можно рассматривать как предупреждение об опасностях, которые следуют за несоблюдением баланса даже в семье, когда она отдыхает. На самом деле, естественно, что та часть, которая была
в таком виде обратится к своей темной стороне и станет демоном для остальных и для семьи. А потом мы удивляемся, почему нам встречаются люди, которые не любят свою работу, кривятся, когда вы их приветствуете, и смотрят на вас недобро, когда вы говорите им «добрый день» или желаете счастливого вечера. Они смотрят на вас с укором, потому что вот он случай из этого самого эпизода, выраженный. В них живет внутренняя Лилит и их раздражает. Что они каждый день подчиняются определенным правилам, а их товарищи, соответственно. Она также призывает нас охватить весь спектр человеческого опыта, включая те части себя и других, которые часто подавляются или отрицаются. Мифология Лилит может многому научить нас о человеческой психике и нашем отношении к неизвестному. Ее историю можно рассматривать как предостережение от отрицания или подавления этих аспектов нас самих, поскольку это может привести к чувству гнева, обиды и рабства. Вместо этого миф о Лилит призывает нас принять весь спектр наших эмоций и желаний, даже те, которые считаются табуированными или нетрадиционными. Связь Лилит с ночью, темнотой и неизвестностью можно рассматривать как напоминание о том, что в нас самих и в окружающем нас мире всегда есть нечто большее, чем то, что мы можем увидеть. Или понять. Признаться, мы писали о таинственности и сложности жизни, но легкость жизни, безмятежность жизни, благодарность, которая есть в жизни, любовь, которая есть во всем, постоянно возвращается к нам как бумеранг. Когда мы готовы постоянно излучать ее, тогда у нас будет возможность открыться новым возможностям, новому опыту, открывать себя, постоянно находить себя в каждом и во всем, вместо того, чтобы жить в постоянном стрессе, в страхе, в недовольстве, в упреках, обвиняя других в нашем собственном выборе. И так бесконечно, не желая усваивать уроки, Вместо того, чтобы просто принять себя такими, какие мы есть, и просто начать исследовать неизвестное с улыбкой, как один из детей света люди. Детей света? Лук, спасибо, что были с нами в этом эпизоде скрытой реальности. Это очень интересная тема для Лилит, потому что... Напишите в комментариях ниже, сколько из вас вообще знали о существовании Лилит и о какой-то другой версии, кроме истории Адама и Евы. И давайте подумаем. Давайте действительно подумаем об этом. Если в истории существуют подобные искажения, из давних пор, тысячелетий, то как насчет того, что происходит сегодня? Если эта модель продолжается так долго, время, мы просим вас, когда вы изучаете историю, науку даже, рассматривайте альтернативные точки зрения, не исключайте их. Не уходите в ограничения и только в одно поле зрения, которое было конкретной целью на протяжении многих лет на сайте. Matrix. Потому что сейчас все больше и больше людей пробуждаются и выходят из так называемой матрицы или расширяющегося григорианства. Эти вещи начинают не влиять на них. Они начинают автоматически принимать все больше и больше различных точек зрения и осознавать, что не существует только одной истины. Истина не ортогональна, а наоборот, у каждого есть своя собственная истина, которую он определяет для себя как истину своей жизни, как двигатель, который ее делает, создатель всего сущего.